Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро расклад. Знаки судьбы. Лето 2025. Давайте узнаем, какие важные судьбоносные события вас ожидают в ближайшем будущем. И, возможно, это будет новость или какая-то информация. Я допускаю, что это и ваше собственное решение или решение конкретного человека, который для вас ключевая персона. И пусть не ваше решение, но вам это приходится учитывать. А может быть, и вы на что-то решитесь, мои дорогие козероги. Давайте узнаем. И мы не будем задавать вопросы. Мы просто достанем на колоде Таро, ангелов-хранителей, 6 карт. Пусть нам карты расскажут, каковы эти знаки судьбы. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, оставлю ссылки в описании под видео. Прочитайте планетарный гороскоп на июнь и до конца года, каковы планеты, что на нас будет оказывать действие, что нам нужно учитывать. Ну и также есть статьи по психологии. Мы с вами идем вперед. Итак, 6 карт. А вторая колода у нас 78 дверей. И метафорические карты мы узнаем, какие двери открыты, какие закрыты и каков ключ. Итак, первый знак судьбы. Или, как мы говорим, что вам по судьбе летом? Каковы эти события ближайшего будущего? С чем это будет связано? Какие вопросы придется решать, или что появится, может быть, неожиданно. Такое я тоже допускаю. Мы ведь еще не знаем, каков этот знак судьбы. Вот давайте и откроем первую карту. Карта радости, паж кубков или паж воды. И здесь нам говорят о каком-то интересе, который, может быть, это как и любовный интерес для кого-то. У кого-то даже может проиграться знакомство с человеком, которого либо вы недостаточно знаете, либо он моложе вас. Или какая-то еще история, пусть это даже по части дела, работа, бизнес. Вам хочется этим заниматься, или вы в этом видите прогресс, или для чего-то вам это нужно. Может быть, это вообще ваш какой-то новый проект в творчестве, хобби, в вашем личном развитии. И вот наряду с этими приятными эмоциями и как будто начало. Любой паш – это когда мы еще учимся, готовы учиться. И по этой карте это карта доброты, чувствительности, интуиция. Но все-таки есть еще и материализм. Потому что паш держит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова. А рыба – это два основных, вам скажу, символа. Первое – это деньги, второй – путешествие. Поэтому у кого-то может все совпасть. И личная жизнь. И как дела, мы говорим, да, к примеру, подготовка документов. Может быть, куда-то поездка, перемещение, а то и переезд далеко и надолго. И вопросы финансов, откуда к вам приходят деньги. Или какие-то новые финансовые возможности, которые будут связаны с вашим новым творчеством или работой, или какой-то занятостью, может быть, как вариант. Вы для себя тоже что-то продумываете, подразумеваете, может быть, и начали даже уже чему-то учиться в надежде получить добрый эквивалент. И как раз эта карта о добром эквиваленте, то есть есть смысл чем-то заниматься. Продолжать так это точно. Ну, давайте узнаем, что же там по поводу дверей. Открыты, закрыты, пусть нам прояснят, что означает. Ну, вот знаете, здесь как свежее дыхание, которое приходит в нашу жизнь вместо каких-то сомнений или наших представлений. Здесь реальность. А у нас были до этого времени либо какие-то сложные перипетии в жизни, которые нас, ну, как погрузили на какой-то период, даже, может быть, в одиночество или заставили закрыться. Мы только жили воспоминаниями. Да, потому что этот период, который пришлось пройти, он был достаточно сложен. Доброе время. И у меня, кстати, в статье я пишу, это для всех, для каждого знака зодиака. Июнь – это доброе небо. Потому что у нас Юпитер входит в знак зодиака Рак. И Юпитер – это планета подарков, ну, так называют, или большого счастья. Но это добрая энергия. И вот в Раке как раз свои гармоничные тенденции проявляет максимально открыто по отношению к каждому из нас. Поэтому избавиться от негативных мыслей, может быть, и от иллюзий. Именно потому хочется, потому что в реальной жизни есть что-то более интересное. Но есть и тот момент, когда вам приходится что-то и согласовывать.
Вот смотрите, мои дорогие козероги, тут самое главное не основываться на том, как вы предпочитали делать или думать прежде. Сломать какой-то шаблон вам тут нужно. Может быть, и с приходом конкретного человека в вашу жизнь, или просто это новый друг, подруга. Вы, глядя на этого человека, видите, что он по-другому относится к жизни. Он по-другому воспринимает, нежели вы, даже события, какие-то обстоятельства, больше оптимизма, больше какого-то юношеского задора. И для вас это все такие благодатные энергии, которые вас уводят от какого-то прежнего периода разочарований. Вот перезагрузка в самом начале лета, в доброй энергии, в добрые возможности. И это может означать, посмотрите, рост вашей собственной силы. Это как и жизненная сила, активность, но это еще и может означать какая-то история. Кстати, в личной жизни, и если меня, к примеру, смотрят мужчины, это какая-то женщина, девушка, которая обладает магнетизмом, с которой хочется продолжать общение, которая, ну, условно манит вас к себе, карта женской силы, да? А для вас, мои дорогие девочки, это вы можете оказаться в центре внимания, это вы уже будете как магнит и приковывать к себе взгляды противоположного пола. Но тут нужно провести такую политику собственную, да, чтобы все-таки не замечтаться. Вам придется делить как минимум надвое, потому что все-таки карта силы– это карта дипломатии и энергии, как у мага. Маг– великий практик. И нам здесь показана дверь, она закрыта. Тут, знаете, может быть такая ситуация, это для всех, когда вы хотели бы сделать что-то по-другому. Или, повторюсь, вы привыкли действовать по-другому. А тут, если действовать вот именно по вашему какому-то сценарию, это значит все разрушить. Или не попасть вот за эту закрытую дверь. Поэтому придется быть дипломатом, придется договариваться. И вот этот лев, это страж дверей, он нам свидетельствует о том, что первое, придется где-то усмирять собственные эмоции, которые могут рваться наружу, дабы не сорвать какие-то договоренности, вот может быть так конкретно, или не оттолкнуть конкретного человека. Вот такое я тоже могу предположить. Но есть еще другой момент, если мы говорим о ваших методах по части дипломатии. Ведь лев, страж дверей, говорит нам о чем? Дверь откроется тогда, когда ты сумеешь не просто договориться, а когда люди, с которыми ты выстраиваешь диалог, не будут чувствовать от тебя напора, агрессии или каких-то множественных доказательств. Мы тут никому ничего не доказываем. Здесь искусство дипломатии выше октавы. И для вас это все открывает совершенно новые возможности, новое качество жизни. Давайте узнаем вторую карту. Основные темы, вот конкретная карта, которая говорит, как знаки судьбы, придется, первое, договариваться, потому что нейтрализовать то недопонимание, которое, может быть, случилось прежде, и быть очень предельным, буквально внимательным к вопросам финансов. Здесь может быть такой своеобразный недостаток. Может быть недостаток по части финансов, когда вы хотите что-то осуществить, а оно не получается. Примите во внимание, что иногда какие-то наши проекты, отнюдь не все, срабатывают на 100%. И вполне вероятно, вы хотите осуществить, а вас словно что-то блокирует. Тогда, скорее всего, может быть, вам туда и не надо. Или подумать какой-то альтернативный путь. Или думали вы, к примеру, продать жилье в одной местности и купить где-то в другой. Но, значит, тут тоже какой-то все же нужен другой подход, чтобы решить этот вопрос. Может быть, и придется, опять же, договариваться, потому что не должно быть конфронтации. Об этом карта тоже говорит. С чем это может быть связано? Да у вас изобилие процветания на кону. Ну, по крайней мере, эта карта об этом говорит. Это карта самодостаточного человека, и это у кого-то есть проект. Может быть, проект по части вашего личного дела, творчества, бизнеса, опять же, да, или работы, получения новой должности. Есть новая должность, и, стало быть, будут какие-то иные оклады, вознаграждения и так далее. Но на кону, правда, не потратить деньги как-то неразумно, неумело, не включиться в тот вопрос, который для вас сейчас не актуален. Может быть,
Если карты, вот нам говорят, да, первая карта, может быть, если вы думали, что если я поступлю вот каким-то определенным методом, это на 100% меня гарантирует или мне гарантирует решение как и вопроса, так и еще и какую-то стабильность. А тут нужно скорее поступить как-то альтернативно, при этом держать руку на пульсе. И как раз метод вот этот от противного для вас будет означать и решение вот этого финансового вопроса. Как и не потратить, я говорила, деньги, так и заработать. Но у кого-то, если мы говорим, закрытых дверей нет, как будто вы сами открываете двери. И поэтому дважды, трижды нужно быть, ну, таким сдержанным дипломатом, чтобы чего-то не упустить или самому себе не навредить. Я, по крайней мере, вижу именно так, потому что новое качество жизни уже на пороге. Знаки судьбы. Ну вот еще одна карта говорит о том, что мы словно находимся в рамках или собственных предубеждений, или вот эта клетка. Нам сам ангел открывает клетку и говорит: вылетай, как будто, все, хватит где-то пребывать в том, что мы думали прежде, или считали что-то абсолютно правильным, или считали, что нам по праву даже принадлежит. И тут у кого как может проиграться. Хотя я допускаю, иногда эта карта символизирует страсть в отношениях и у кого-то вопросы в личной жизни. Но больше, конечно, если мы именно об этой колоде нам говорят о материализме. Видимо, провести тонкую грань между, да, достатком, благополучием, но не поставить деньги на первый план. Деньги ради денег – это не смысл жизни. Деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Да, это некоторая свобода, безусловно. Но это не сами по себе какие-то бумаги, купюры. Поэтому карта тоже тут прописана. Иллюзия. Мы можем менять наши собственные взгляды. Или чувствовать, что как пространство вокруг нас преломляется и нас заставляет тоже себя корректировать. Тут, правда, вам придется несколько менять свои какие-то постулаты или то, что вы считали неопровержимым, неоспоримым, или как какая-то догма, или какой-либо шаблон. Здесь придется что-то пересматривать, переигрывать, как и по части денег. Но, может быть, еще и в вашей роли в обществе, мои дорогие. Допускаю, все-таки карта эго. Мы только с вами недавно говорили, эмоции рвутся наружу, да, и вот этот лев, он тоже символизирует в нас внутреннюю силу, которая может походить на извержение вулкана. Да хочется доказать свою правоту. И я даже предполагаю, могу допустить, что вы правы. Но, наверное, настолько меняется жизнь и обстоятельства, никому нет дела до нашей правоты. И тут нам нашу правоту приходится так несколько причесывать тоже, потому что если мы пустимся в какие-то далекие объяснения, доказательства, мы можем незаметно где-то соскользнуть на собственные амбиции или на какую-то выраженную агрессию, и нам это тогда будет мешать, как и договориться, так и буквально, может быть, для себя какой-то финансовый доход увеличить в разы. Давайте мы дополним эту карту. Чего это может касаться? Какой сферы жизни? Ну, денег-то это точно. И допустите, что вы многого не знаете. По пажу мы всегда учимся. Возможно, это вы будете, или, по крайней мере, карта дает такой совет. Пробуй разные варианты. Ты пока не знаешь, как проиграется каждый. Может быть, через ваш какой-то начальный даже опыт или участие в том или ином деле, вопросе или теме вы можете себя прочувствовать наиболее полно или ясное понимание получить. А вообще, игра стоит свеч или нужно мне именно в этом контексте что-то продолжать? Или нет, тут мне нужно будет что-то переигрывать. Ну, у кого-то это может быть и вопросы, когда вы реально пытаетесь для себя объяснить или выбрать какой-то путь, или куда приложить свои собственные усилия, чтобы получить какой-то эквивалент. Будьте осторожны, все то, что я сказала, не повредить самому себе. Может быть, и придется принимать быстрые решения. Карта башня. Он может еще символизировать то, что, знаете, как не превращайте вашу жизнь в какую-то супернастойчивую игру, понимаете? Потому что игра иногда может перейти в опасность, а мы, словно заигрались, можем этого не заметить.
Для вас будет очень важно подмечать какие-то неуловимые моменты, которые могут как раз и свидетельствовать о том, что какие-то доказательства, может быть, или конфронтацию пора закончить. Потому что выходить уже пора из этой башни, иначе... Вот я говорила про вулкан, а здесь буквально что-то горит. Я могу допустить и другой момент. Эта карта будет говорить все-таки про образ башни. Это тюрьма. Это та тюрьма, которая нас сковывала, сдерживала. Но мы к ней привыкли. И вот нам и кажется, что это все очень правильно, что так оно и должно быть. Но это как вот эти самые иллюзии или как какой-то сон. На самом деле обстоятельства обстоят по-другому. И мы можем что-то долго раздумывать, а тут уже пора действовать. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие. Есть все-таки, я вижу, то, что вам либо не хочется переделывать, либо вам не хочется начинать, либо вам не хочется искать компромисс, либо попросту договариваться. Но это как будто для вас благо. Знаки судьбы. Следующая карта. Не просто благо, а будь готов к тому, что, да, с одной стороны, есть возможность выйти вот, да, из какого-то тупика жизненного, это точно. Или даже пусть это... Ведь старший аркан чаще говорит о том, что это обстоятельства вокруг нас меняются. А мы можем подзастрять в своих предубеждениях и думать, что, ну, вот завтра вернется вчерашний день. А все карты нам говорят, этого не произойдет. Скорее всего, ты окажешься перед выбором. Ты словно шел до этого момента. И вот теперь тебе либо направо, либо налево. Время делать важные выводы и выбор, мои дорогие козероги. С чем это связано? Опять же, карта иллюзорности. Тут себе нельзя навредить. Будьте еще и внимательны. Также башня и семерка мечей. Ее называют иногда эту карту картой вора. Хотя нигде не прописано, но то, что мы можем что-то прошляпить, это правда. Нам девушка рисует открытую дверь взамен закрытой, которую она видит. И быть реалистом призывает эта карта. Мы понимаем с вами, хоть 150 дверей нарисуй, реально от этого не откроется. Время принимать действительно какие-то важные решения. И главное, быть очень внимательным, осмотрительным. Люди себя могут вести по-разному. К примеру, вам могут что-то обещать, вам могут льстить, могут усыплять ваше внимание, кстати. Аркан башни. И другие могут одевать тоже маску. Ну, так вы будьте к этому готовы. Потому что иногда это проигрывается как предупреждение. Будь внимателен ко всем ссылкам, которые ты видишь, допустим, на своей электронной почте или каким-то письмам. Или банально те баннеры, которые очень часто у нас выпрыгивают, словно из ниоткуда, в смартфонах. И кликбейт, он работает великолепно. Что-нибудь такое любопытное напишут. Прямо так тянется палец нажать. А это будет путь в никуда. Фишинг у нас процветает. Поэтому, если мы не говорим напрямую об обмане или если карта вора, да, что-то украли, то тут мы сами можем прошляпить и какие-то неправильные действия совершить, потому что либо у нас глаз замыленный, мы не видим какой-то реальности, либо мы куда-то торопимся и думаем, что мы все знаем. А карта нам говорит, допусти, что ты ничего не знаешь. Тебе нужно будет адаптироваться. Тебе нужно как-то шаг за шагом, вот как этот паж, научиться или вписаться в какую-то новую структуру реальности. И поэтому искусство мелких шагов вам помогает. Может быть, у кого-то и правда сам по себе вопрос, который касается отношений, взаимоотношений самых разных, когда была какая-то грустная история. Еще одна пятерка пентаклей. И будет очень важно, как себя не вогнать в какой-то финансовый минус, так и с другой стороны не устроить какую-то конфронтацию. Иначе вот эти двери обе никогда не откроются. Это именно какие-то наши предубеждения или какие-то наши шаблоны. Самое время от них избавиться. А что, какой совет даст вам карта? И это нам тоже ремесленник. И, кстати, тройка пентаклей. Это карта сдачи экзамена. У кого-то напрямую, просто экзамен. Вы получаете сертификат, мы с вами говорили в самом начале. Вы учитесь, и тот, кто готов как раз осваивать новые технологии, может, цифровые технологии, может быть, вы языки новые учите, вы собираетесь куда-то переезжать. Вы для себя вообще наметили не один вариант, мои дорогие козероги, а у вас есть план А, план Б, план С.
пробуете, что там сработало, подкорректировал, не сработало, окей, уже тогда план Б. То есть вы где-то гибче, мудрее подходите к тем обстоятельствам в жизни, в которых вы проживаете. И это для вас более сильная позиция, потому что любое знание – это сила. И буквально то, что вы изучаете, в последующем для вас окажется каким-то хорошим материальным подспорьем или эквивалентом. Даже банальный язык. Если вы знаете, к примеру, иностранный язык, вы более востребованы на рынке труда. Может, кто-то сдает на права. Тоже, если вы умеете водить автомобиль, значит, тоже более востребованы на рынке труда. Пусть вы даже устраиваетесь в какую-то компанию, организацию. Очень часто в организациях и присутствует тоже, больше, наверное, в частных, насчет государственных, я не знаю, но, тем не менее, присутствует, когда дают автомобили своим сотрудникам. Если они занимают соответственную должность, это необходимо в связи с их функциями. Но все равно каким-то образом помогает. И здесь нам ремесленник показан, который делает новую дверь, такую надежную. Вот у вас первые шаги по построению нового качества жизни. И на кону изобилие, процветание, мои дорогие. Здесь выбор все-таки придется делать. Следующий знак судьбы. Это карта доброго, любящего, искреннего человека. Нам показан это король кубков или король воды. Это есть в вашей жизни как минимум один человек, который к вам относится искренне, желая вам добра. И король, который нам прорисован на карте, в одной руке держит кубок наполненный, а другой рукой касается сердца, от чистого сердца. Вот кто-то от чистого сердца вам готов прийти на помощь, выручку или просто, может быть, выслушать вас, когда вам это необходимо. Для кого-то это попросту вопросы, решения, какие-то важные события, которые будут касаться вашей семьи, может быть, ваших детей, ваших партнеров по браку, или пусть брака нет, но вы вместе уже давно. И кто-то из вас шестерка мечей, все то, что я говорила о новых технологиях, об изучении и о том, что нам нужно адаптироваться к новой реальности. И добрая энергия июня, а в июле это у нас уже Уран войдет в знак зодиака Близнецы. И точно, постепенно будет ломка шаблона. И начнется она возможно, по крайней мере, мир ожидает какие-то новые технологии, в том числе и финансовые системы взаиморасчета. Неплохо бы к этому подготовиться и что-то изучить. Но по этой карте мы еще... это ведь карта заслуженного успеха. Мы словно себя готовим к будущему. Или мы можем как раз работать в интернет, или мы можем захотеть работать на самого себя, работать из любой точки мира, обеспечить тем самым себе какую-то стабильность. Может быть, и вопросы переезда у кого-то с семьей, у кого-то встреча с вашими близкими. Но вот это тот успех. И все то, что я сказала до этого, это все для вас важно. По шестерке мечей это мы в первую очередь должны, знаете как, искусство первого шага. Мы должны решиться на что-то, я об этом тоже говорила. Словно отплыть от безжизненной пустыни. В классических колодах Таро нам чаще показан человек, который толкает лодку от какого-то мрачного берега, где ничто не растет, где уже там, наверное, уже все проиграно. Все, что возможно, мы уже там создали, сделали все, что могли. И вот теперь настает время просто посмотреть правде в глаза и отплыть от этого старого берега. И это для вас, как будто вы не один идете на этом пути. Есть те, которые с вами разделяют ваши взгляды. Пусть это для кого-то будут непосредственно семья, любимые люди, а для кого-то это добрый друг или подруга. Следующий знак. Но, видимо, такое медленное становление или какие-то задачи на будущее, когда, может быть, и хотелось какого-то лидерства, мои дорогие. Вот по предыдущим картам мы с вами говорили об этом. Или были какие-то предубеждения. А вот тут нужно свои лидерские позиции отстроить в новом ключе. Это харизматичного лидера карта. Это тот человек, который лидер по умолчанию. Или идейный лидер. С одной стороны, эта карта будет говорить о том, что мы можем столкнуться с таким человеком, который даст дельный совет, или, может быть, даже какую-то новость мы услышим, и если переложим на свою жизнь, она заслуживает внимания, есть какое-то рациональное зерно. Но это еще и карта инноваций. Это вообще какое-то новое качество жизни.
И нам карта приглашает вас, мои дорогие козероги, как и стать вот этим харизматичным лидером. Но, повторюсь, это тот, который никому ничего не доказывает. Он сам по себе за счет, может быть, своего прежнего опыта или за счет того, что он умеет этот опыт передавать. Или когда уже видит, что нет смысла где-то блуждать в этих самых доказательствах, он для себя обозначил самый для него какой-то наиболее приемлемый путь. И он идет именно своей дорогой какой-то. Нас может и жизнь с такими людьми сводить, как я уже говорила, но карта и вам, как знак судьбы, предлагает самому стать таким лидером. Но если вы сталкиваетесь вот с таким человеком, который вас куда-то призывает, будьте осторожны все-таки. Тут ведь по-разному мы можем эту карту рассматривать. Так вот, какими-то речами нас тут могут увещевать, или мы могли верить в какие-то постулаты прежние, а здесь мы понимаем, да нет, нужно что-то пересматривать. А если мы даже загорелись каким-то проектом, куда вас, к примеру, приглашают, тогда будьте готовы, что работать придется самому. Это ведь только лидер, это где-то командир, это приказы, это советы. Но делать он за вас какую-то работу не будет. С чем это связано вообще? Давайте посмотрим. Вот конкретно карта нам говорит о том, чтобы мы не потеряли время попусту. Или мы не потеряли время на какие-то проекты, которые интересны кому-то, но не вам. И все то, что я сказала до этого времени, это архиважно для вас, потому что мы можем соскользнуть на какие-то красивые речи, или нас могут увлечь, вы люди сильные, вы люди надежные, вас можно, по крайней мере, я могу допустить, что у кого-то возникнет желание приобщить вас к какому-то делу или втянуть в какой-то проект, и вы даже, где-то из таких и честолюбивых, на первый взгляд, желаний, да, и с другой стороны, из благородных желаний можете на что-то согласиться, а бонусы получите не вы, а получит вот этот харизматичный лидер. Но вы можете столкнуться с тем человеком, который призывает красиво, а за ним ничто не стоит. Здесь у каждого будет по-своему. И карта, безусловно, по пажу кубков говорит, не теряя времени даром. Паж, это мы всегда чему-то учимся. И важно, точнее для вас, понимать, в каком направлении вы готовы быть. Потому что вот у вас уже не первый паж выпадает, да? Как и паж кубков выпадал, и в этой колоде оно имеет совершенно другое значение, да? Это колода ангелов. Паж пентаклей, тут вообще конкретика. И финансовая какая-то стратегия, тактика. Но именно 78 дверей. Нет тех самых дверей. И человек нам... что-то, которое напоминает, как пейзаж, напоминает не совсем пустыню, но и не богатая такая растительность. Человек словно идет по воображаемой пустыне, вот с этой рогатиной. Мне говорят, что это не рогатина, а лоза, да, я допускаю, что это лоза, и он ищет воду. Но мы рассматриваем именно карту в моменте здесь и сейчас. И эта колода 78 дверей создавалась относительно недавно. И в наше время 1001 способ найти эту воду намного быстрее, более правильно, более надежно, уже там все установить. А здесь человек нам показан, который словно сам не знает, куда бредет. Правда, он не знает. Он не знает, получится ли у него что-то. Да, какой-то проект вроде бы его захватил, но эквивалент ему тоже непонятен. И это карта ненадежных людей. Да, мы можем чем-то вдохновиться, но каков будет результат, не обязательно нас это устроит. Это как знак судьбы, поэтому будьте внимательны по части вот последней карты и всего, что я сказала. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.